Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, каковы энергии видят карты Таро для вашего знака зодиака. Конечно, будем реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите, переложите на метафору карт события вашей жизни или то, что вы планируете, допустите альтернативный вариант развития событий, и тогда или пазл сойдется, или подсказки будут. Я же вас приглашаю на свой сайт. И я оставлю ссылку в описании под видео. Собственно, есть эта ссылка во вкладке «Сообщество». Я опубликовала гороскоп до конца 2024 года для всех знаков зодиака. Перейдите, прочитайте, сверьте ваши планы с расписанием звезд. Посмотрите по асценденту или по луне. Очень значимый конец года, вторая половина года. Итак, мы идем вперед. Первая карта. Что важно знать? Какие энергии предпочтительнее или в какой сфере жизни вам придется уделять внимание больше на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, как видят карты? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на эту неделю. Личная жизнь. Что же важно? Не торопиться куда-то. Не все вы вот так вот одним махом можете решить на этой неделе. Карта говорит, все к тебе придет в свое время. Семерка пентаклей буквально может означать у кого-то деньги на депозит, деньги в рост. Это тоже. Или даже, к примеру, деньги у вас задерживаются. Есть какая-то финансовая ситуация, когда вы ожидаете получения денег. Вот может быть через какую-то паузу. Ну, к примеру, должны были получить в начале недели, но здесь пару-тройку дней какие-то задержки, отсрочки. Мы это не можем убыстрить. И карта нам говорит, вообще все идет своим чередом. Не придавай чему-то ускорения. Это как будто не принесет тебе ожидаемого эффекта, так и ты себя как энергии куда-то потратишь впустую. А может быть и действительно есть у кого-то сейчас как отпуск, отдых, когда себя лишний раз не тормошить, уделить внимание самому себе. Тут все происходит в назначенный час, ну, назовите это как по судьбе. Все же семерка пентаклей, когда на нас больше воздействуют обстоятельства. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. Королева пентаклей. Я не могу сказать, что по этой карте неожиданность, ну разве что встреча с таким человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или там имеет асцендент, а может быть и по Луне, а может быть и человек не знает. Но это карта таких надежных энергий. Это те, кто нас поддерживают. Может быть, кто-то вас будет поддерживать, вдохновлять. С другой стороны, это какой-то проект, который вы можете захотеть воплотить в жизнь и теперь продумывать, что-то просчитывать, искать информацию. И тогда, правда, с учетом семерки пентаклей, мы не можем что-то на импульсе совершить. Для нас важен как и стратегия, тактика, план, просчет наших дальнейших действий. По этой карте вы можете улучшать условия быта, что-то дома, реструктурировать, переделывать, ремонтировать, делать свое жилье более комфортным. Или когда это касается работы, тогда тоже свои позиции укреплять. Вообще спокойная неделя. И где-то очень в рациональных энергиях. Все же две карты про пентакли. Чему сейчас не время? Опять пентакли. Не время вкалывать до седьмого пота. Карта прекрасная, одна из лучших карт колоде на деньги, на работу. Может быть, нам говорят, отдохни, Скорпион. Не вкладывай до последней какой-то капли собственных сил себя в работу или в какой-то проект. Ты можешь себя обесточить, а потом тебе это, ну, не принесет радости. Уставшие люди делают ошибки, мои дорогие. У вас сейчас сильная позиция. Ну, может быть, для кого-то все три карты говорят, оставь все как есть.
Вот сейчас уделить внимание себе, своему вдохновению, своим идеям, себя чему-то побаловать, чем-то точнее. Или куда-то не торопиться, не спешить. Или то, что вот ты всегда мечтал как раз осуществить. Но это не значит, что сейчас вот пришло то время, когда нужно посвятить себя работе. Вот этому не время точно. Что же помогает? Любовь, взаимоотношения. У кого-то не ставить какие-то меркантильные вопросы выше чувств. Вот конкретно. Тоже помогает. Карта взаимопонимания, карта божественного союза. Почему? Потому что изображенный в правом верхнем углу кадуцей как благословляет какие-то отношения. Это может быть ваш любимый человек. Это может вообще в целом карта дуальности, карта дипломатии, карта взаимопониманий, когда двое понимают друг друга без слов. Они чувствуют друг друга на интуитивном уровне. Вот о таких отношениях нам говорит карта, и это помогает. Для тех, кто один или одна, оставь какую-то меркантильность, ищи вот такого человека, но не с позиции выгоды тогда, а попытайся прочувствовать, кому ты не безразличен, не просто интересен. Если мы строим отношения с позиции заинтересованности, то, ну, согласитесь, сегодня интерес есть, а завтра он пропал. А вот когда искренность, это совсем другое. Когда нас любят хоть в рубище, хоть при каких-то царских одеждах, ну, условно говоря, конечно. Это когда нас способны и поддержать трудную минуту, и искренне порадоваться в добрый момент. Вот такие отношения, это вам помогает. Поэтому для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, может быть, еще лучше. Для тех, кто в паре, но, может быть, были какие-то нюансы, да вы тут найдете общий язык, это вам помогает. Любовь вам буквально помогает. Для тех, кто один или одна, это вот как поиск таких отношений, построение таких отношений, поиск своего человека по жизни. И он не получается, если мы только заняты работой или мы становимся слишком расчетливыми. Мы тогда упускаем что-то очень важное. То, что переходит в другом, как бы в другой плоскости находится. Есть вопросы цены, а есть ценности. Вот тут карта духовности. И это именно с позиции ценности для вас будет важно. Это вам будет помогать или поможет вам найти такого человека, когда вас что-то будет объединять, вы будете чувствовать друг друга душой. Вот этот тонкий нюанс, подумайте, мои дорогие скорпионы. Что скрыто? Я никому не верю. По семерке мечей карта вора, тем не менее, поэтому, если нам говорят с чем-то не просчитаться, придется, может быть, и быть прозорливому, внимательному, быть внимательному к сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов. Не расслабишься, вот тем не менее. Не вкалываем, да? Но в то же время и то, что принадлежит вам, вам нужно удерживать. Об этом говорит карта. Не поддаваться на какие-то уговоры, может быть и так. Поддаваться на уговоры, куда потратить деньги. Все же помните, вам тут помогают именно ценности, не цена какая-то. Но и удерживать собственные позиции вам стоит быть внимательному, быть прозорливому, слушать свою интуицию и быть непроницательным где-то для людей. Может быть проницательным только для очень узкого круга. Может быть, это один человек, который вас поддерживает, но в наше сложное время даже иметь одного такого человека искреннего – это великое счастье. Поэтому держать руку на пульсе вам все-таки стоит определенно и заниматься больше, ну, где-то своими делами, то, что просит ваша душа. Дела, работа, бизнес. А вот нам и говорят, что ты тут сколько не пытайся что-то убыстрить. Пришло время как отдыху или взять какую-то паузу. Или если ты включишься в какие-то дела, работу, бизнес наиболее активно, не сам вот эту паузу не возьмешь, тебя жизнь может поставить все равно на паузу. Все равно дела как-то не пойдут быстро. Или какие-то люди начнут появляться на вашем жизненном пути, для тех, кто, правда, продолжает работать. И вас могут стянуть в какое-то дело, кстати, предложить, когда
слишком много ответственности на вас будет. И тогда вот эта 7 мечей, вот для тех, кто работает, к примеру, она как раз и может проиграться. Втянуть в ту меру ответственности, когда вы подпишите, к примеру, какой-то документ, а потом по прошествию времени окажетесь один на один отвечать перед какими-то вопросами или за какие-то дела. Поэтому вы себя не должны загнать в какой-то тупик. Вот об этом нам говорит карта, таким или иным образом. Но и для части из вас это будет просто говорить о том, что сейчас дела как-то быстро не продвигаются. Какой-то действительно период ожидания. Что же финансы? Карта жадины. Все то, что есть, мы сохраняем. Не распыляем средства. Просчет, продуманность на себя, на своих близких, на свой дом, на то, что способствует вашей радости, к примеру, вашему хорошему настроению, вашему здоровью, вашему дому, если мы говорим жилище сделать более комфортным. Вот это да, вот эти вопросы, но тоже где-то в рамках разумного. Будьте жадины, по крайней мере. Но это не значит, что буквально скупердяем каким-то жестким, но на себя тратить придется, на близких тоже. Но не то, что придется, а даже где-то карты говорят, что это предпочтительно. Но если на какие-то проекты глобальные, инвестиции мы перекладываем или вкладываться в какое-то дело, что-то инициировать, пытаться начать, протолкнуть какой-то проект, оно ничего не пойдет. Ну вот, в этом контексте то нет. По крайней мере, на этой неделе не такой большой срок. И нам выпадает очень продуманная пара. Посмотрите. Король Пентаклей и королева Пентаклей. Это ваши энергии и энергии вашего человека. Иногда эти карты тоже говорят о семейных людях или о вашей паре, когда вы на одной волне друг с дружкой. И неважно, какого знака зодиака и вы, и ваш человек. Вы просто вот как по этой карте взаимопонимание. Понимаете друг друга без слов. Может быть и по части денег и трат. Что мы сохраняем и куда мы тратим. Может быть по части обустройства вашего быта. Может быть по части отдыха, мои дорогие. Есть на этой неделе как и возвышенное, так и земное. И вам это придется в какой-то красивую канву, узор сплести, мои дорогие скорпионы. Я бы сказала, глядя на все эти карты, вот не торопитесь от начала до конца. Посмотрите, какие у вас продуманные энергии, спокойные, надежные, уверенные. Но карта вас, мои дорогие скорпионы, обращает больше в сторону личной жизни. По крайней мере, не тормошить себя, не пришпоривать. Быть чуточку добрее к самому себе определенно стоит. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.